Добро пожаловать в Тайлук. На этом уроке мы познакомимся с основными функциями, с помощью которых будем создавать объемно-планировочные решения для нашего проекта. Эти функции находятся в верхнем меню во вкладке «Создать комнату». Нажмем на нее. Видим на главном экране в основной рабочей зоне двухмерный вид плана комнаты с размерами у каждой стены и синими ползунками, которые позволяют их двигать. Мышкой наводим на синий ползунок и, удерживая клавишу, двигаем стену в то положение, которое нам нужно. Как видим, одновременно со смещением стены у смежных стен меняются размеры, что достаточно удобно для ее точного позиционирования. Также на синих ползунках мы видим красные точки. Если мы кликнем по ним, то откроется список инструментов для редактирования параметров этой стены. Давайте их рассмотрим. Перемещение. С помощью этого инструмента мы можем двигать стену, задавая точные числовые значения для вертикального и горизонтального смещения. Допустим, мы хотим сместить стену влево по горизонтали на 100 сантиметров. Вводим значение со знаком минус 100 сантиметров и нажимаем «Применить». Видим, стена сместилась и, соответственно, изменилась форма комнаты. Нажимаем снова на красную точку, чтобы посмотреть следующий инструмент. Это деление стены. Выбрав его, нам необходимо определить количество сегментов или простенков, которые мы в итоге хотим получить. Я ввожу цифру 3. 3 сегмента и нажимаю «Применить». Видим, что синих ползунков стало гораздо больше, а на стене появилось 3 равных по длине сегмента, с которыми мы можем продолжить работу. Это важная и полезная функция, так как она позволяет нам безгранично трансформировать стены и создавать поверхности для различных покрытий. Каждый сегмент – это отдельная стена, на которой мы можем использовать нужное нам покрытие. Как видите, рядом с сегментами или простенками, называйте как вам удобнее, указана их длина. Высота же всех стен одинаковая. Это видно в окне трехмерного представления 3D-вида комнаты в правом нижнем углу. В нем мы можем выбрать и активировать любую стену, чтобы на рабочем поле слева увидеть ее двухмерную проекцию 2D-вид. Давайте для примера выберем эту стену и активируем ее. Обратите внимание, что кнопка «Добавить дверь, окно, проем» стала также активной. Нажмем на нее и выберем нужный нам тип проема. Это может быть дверь, окно или открытый проем в стене. Выберем для примера окно и укажем необходимые его параметры. Ширину, высоту, глубину, она же толщина, а также ширину рамы или размер обрамления. Далее выберем его горизонтальное расположение слева по центру или справа от стены. Обращаю внимание, что смотрим на окно мы изнутри комнаты. Выберем слева и укажем расстояние от края. К примеру, пусть это будет 30 сантиметров. Также укажем, на какой высоте от основания, в нашем случае от пола, оно должно располагаться. Например, 90 сантиметров. И нажимаем «Применить». Замечательно. Видим, что окно появилось на стене, и мы можем его выбрать и активировать. Сейчас оно находится на своем месте, но при желании его можно легко перемещать по всей стене. Наведем курсор мышки на один из синих квадратиков маркеров и, удерживая нажатой левую клавишу мышки, переместим окно в любое место, которое нам нужно. А на угловых маркерах также присутствуют красные точки с инструментами для перемещения, редактирования и удаления. Для примера выберем вот этот маркер и начнем перемещать окно в нижний угол этой стены. Когда мы приближаемся к углу стены, то появляется фиолетовая точка. Это точка привязки. Она обладает эффектом магнита, который помогает мне направить курсор мышки точно в эту угловую точку стены. Давайте вернем окно на прежнее место, где оно было раньше. Для этого воспользуемся красной точкой и выберем инструмент перемещения. Мы можем переместить это окно по горизонтали в направлении со знаком плюс. Это вправо на 30 сантиметров. Нажимаем «Применить». Повторяем такое же действие, но уже со значением для вертикального смещения, чтобы поднять окно вверх.
На этот раз я указываю отрицательное значение со знаком минус на 90 сантиметров, а потом нажимаю «Применить». Окей, мы познакомились с вами с основными инструментами для создания плана комнаты правильной формы с заданными размерами. Давайте теперь посмотрим, как можно добавить в проект некоторые другие конструктивные элементы, такие как перегородки, колонны, фальшпол, полки, ниши и тому подобное. Чтобы добавить такие элементы, мы нажимаем на кнопку «Добавить 3D-поверхность». В открывшемся окне мы видим квадрат, он расположен посередине маленького чертежа. Это новый 3D-элемент, который мы сейчас создаем. Если на этом чертеже нажать на какую-нибудь стену, то 3D-элемент получит привязку к этой стене. А если нажмем на угол стены, то привяжем его к этой точке. Теперь зададим размеры для этого 3D-элемента. Укажем размер высоты, отметка относительно пола. К примеру, выберем 270 сантиметров. Размер по оси X давайте укажем 10 сантиметров. Размер по оси Y сделаем 90. Мы также можем установить расстояние, смещение от угла. Давайте напишем 120. Окей, нажимаем «Применить». На плане мы видим новый конструктивный элемент, который на экране 3D вида напоминает перегородку. Мы можем выбрать и активировать этот элемент. Видим привычные нам синие маркеры и красные точки. При желании можем отредактировать форму, изменить толщину, к примеру, сделать ее 20 сантиметров. Используя инструменты редактирования, можем изменить высоту этого элемента с 270 сантиметров уменьшить до 210. Нажимаем «Применить». Видим, что перегородка стала ниже высоты потолка. При желании мы можем ее переместить. Для этого воспользуемся групповым выделением всего элемента. На 2D-виде захватим прямоугольным контуром все вершины этого элемента, после чего все угловые маркеры станут зеленого цвета. Это означает, что мы сгруппировали и активировали весь элемент, который можем теперь переместить в любое место. Например, сдвинуть его в правый угол и закрепить на угловой точке. Или передвинуть его в левый угол, а затем с помощью инструмента «Переместить» вернуть его на исходное место. Аналогично могут быть созданы 3D-элементы и на стене. Выбираем в окне 3D-вида стену, например, эту, и нажимаем «Добавить 3D-поверхность». В открывшемся окне определяем высоту элемента относительно стены, то есть перпендикулярно к ней. Напишем 20 сантиметров и нажимаем «Применить». Мы видим, что на 2D и 3D видах появился новый элемент. Активируем его и захватим прямоугольным контуром, чтобы дальше из него сделать, к примеру, полку и расположить ее в нужном для нас месте. Мы указали ранее высоту элемента 20 сантиметров. Это, собственно, глубина нашей полки, которая одной стороной примыкает к стене, а другой выступает вовнутрь помещения. Хорошо, давайте ее сейчас пока удалим. Я нажимаю на красную точку и выбираю «Удалить». Посмотрим, что произойдет, если мы повторим это действие, но на этот раз укажем минусовое значение высоты. К примеру, минус 30 сантиметров. Нажимаем «Применить». Видим, что теперь получилась ниша. Этот элемент имеет свое начало на поверхности стены и выходит наружу за пределы комнаты. Таким образом, мы можем создавать выпуклые и вогнутые объемные элементы, которые могут быть и нишей, и полкой для ванны, или чем-то другим. Все зависит от вашей фантазии. Потренировавшись с этими элементами, вы сможете моделировать множество разнообразных форм и предметов, подобные тем, которые мы сейчас сделали. Это может быть ванная, ступени лестницы, элементы мансардной крыши или что-то еще. Поверхности этих 3D-элементов, которые мы создали, в дальнейшем можно отделать плиткой, штукатуркой или другими отделочными материалами. Обращаю ваше внимание, что для добавления в проект мебели, освещения, сантехники и других предметов вам не надо их создавать с нуля. Можно воспользоваться библиотекой готовых объектов в Taillook. Об этом мы поговорим в наших следующих видео.
На этом я хотел бы завершить урок. Напоминаю, что вы всегда можете обратиться к нам через чат на сайте. Это синяя кнопка в нижнем правом углу экрана. Или написать нам письмо на электронную почту contact@taillook.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Владимир Микитин. Желаю вам безграничного творчества и новых идей для дизайна. До скорой встречи на Taillook.